Добрый день, мои хорошие! Вы на канале Светланы Лосевой, и это канал о вязании. Сегодня я хочу представить вам вот такую модель кардигана. На мой взгляд, очень достойная модель с ажурными мотивами. Очень простая, элегантная модель. Я предлагаю связать ее из пряжи с альпакой, из пушистой, воздушной. Вижу так вот я эту модельку, такую теплую, нежную, красивую. Конечно, вы можете воспользоваться любой другой пряжей. Может быть, кто-то видит эту модель для летнего периода из хлопковой пряжи. Пожалуйста. Кто-то, может быть, видит ее из пряжи с мохером. Тоже вариант, да? То есть, девочки, вариантов много, но сама вот эта простота и легкость данной модели меня вдохновляет на то, чтобы сделать для вас подробный видеопроект по вязанию кардигана. В сегодняшнем видеопроекте мы будем с вами рассматривать расчеты на размеры с 44 по 52 размер. Это российские размеры. Европейские размеры я указываю под видео. Кому интересно, можете посмотреть. Под видео уже я указываю описание вязания, подробная инструкция по вязанию. У нас в сегодняшнем видеопроекте утверждается пряжа, номер спиц. Мы с вами вяжем образец узора и делаем расчет плотности. Кто-то может воспользоваться как учебным пособием по расчету плотности. Кто-то выбирает, если такую же пряжу, как я, может воспользоваться моей плотностью для вязания. То есть расчеты будут строиться на конкретную пряжу. Итак, мои хорошие, если вас все устраивает, давайте с вами сейчас приступим, значит, к выбору пряжи. Я вам хотела приблизить узор. Посмотрите, какой он очаровательный. У нас V-образный вырез, цельновязанная планка, свободный крой абсолютно. Видите, он свободный, очень такой оверсайз у нас модель. Вот, с V-образным вырезом по переду. Да. По спинке я тоже пускаю такой же узор. Узор бесподобно смотрится. У нас с вами здесь будет, как видите, узор с листьями и узор с ажурной дорожкой мотив. Вот, всего из двух узоров. Цельновязанная планка вяжется резиночкой 1 на 1. Вот, я думаю, что вам все это будет интересно и под силу связать. Итак, мои хорошие, давайте с вами выбор пряжи. Дорогие рукодельницы, я очень рада, что вы зашли на мой канал. Если вы впервые на моем канале, пожалуйста, не забудьте подписаться. На моем канале много интересных мастер-классов по вязанию спицами и крючком. И их будет еще больше. Вы будете узнавать о новинках моего канала сразу же. Не забудьте поставить лайк под видео. Это поднятый вверх пальчик. Ваши лайки повышают рейтинг видео. И это не пустые слова. И к тому же, так видео попадает в вашу папочку понравившихся. И вы не... Для вязания данного кардигана я выбрала пряжу фирмы Гималая Ультра Кашемир. Это турецкая пряжа, очень пушистая, нежная, мягкая, 75% акрил, 25% альпака. В 50 грамм 175 метров. Цвет у нас такой серо-дымчатый. Спицы 3,5 я использую. Нитка очень пушистая, очень сильно пушится, хорошо скручена. Единственное, только спицы рекомендует производитель пряжи использовать от 5 номера. Я вот взяла 3,5, вязала вот так меленько, то есть это не, мне кажется, это нормально. Я вязала, вполне 3,5 подходит для данной пряжи. Таким образом выглядит наш узор. Здесь связано 1,5 раппорта в высоту и 2 раппорта в ширину. Кроме того, между нашими листиками проходит ажурная дорожка. Как альтернативу предлагаю вам пряжу, тоже пушистую, Alize Real 40 ангора, тоже турецкая пряжа. Она потоньше будет, 100 грамм 480 метров, очень бюджетного и пушистого качества. Бюджетная, я имею в виду по цене, тоненькая,
намного тоньше, чем та пряжа, которую я вязала. Вот, то есть полотно будет более воздушное, более такое невесомое. Кроме того, из бюджетных, значит, я бы предложила еще пряжу Alize Superlana Classic. Честно сказать, я из нее начала вязать первоначально образец, потом распустила, девочки. Эта пряжа очень дешевая. Она имеет в составе 25% шерсти и остальное акрил. Метраж у нее в 100 грамм 280 метров. И она, в общем-то, будет идентична этой пряже, с которой я сейчас вязала по плотности. Вот, что я хотела вам сказать. Она не пушится совсем, но она мягкая, к телу приятная, хорошо себя проявила в носке. У меня связано несколько вещей этой пряжей. Вот, поэтому я считаю, что вполне разумный вариант, если вы не сильно прям так хотите, чтобы пушистая была у вас вещь. Далее, из дорогих, ну, относительно опять-таки дорогих, есть пряжа Bambino Luxe Voile. Это тоже турецкая пряжа фирмы Etrafil. 60% шерсть мериноса и 40% акрил. 50 грамм 160 метров. Ниточка тоже очень мягкая. Очень приятная. Вот, хорошие скруточки. Тоже подходят под данные спицы 3,5. Мне она очень нравится. Ну, шикарная пряжа, мягенькая. Даже просто в восторге от нее. Часто ее рекомендую, но она подороже будет стоить, чем вот выше озвученная пряжа. Совсем дешевая и бюджетная. Это фирма Alize Lana Cotton. 50 грамм, 160 метров. В составе у нее 26% шерсть и 26% хлопок. Остальное акрил. Тоже очень подходит для вязания кардигана. Ниточка так хорошо тоже скручена. Хорошая пряжа. В общем, девочки, возможно, у вас есть какой-то свой вариант пряжи. Вяжите, рассчитывайте плотность. Дальше, давайте сейчас посмотрим схему. Схему я сама рисовала от руки. Вот так выглядит схема, которую я нарисовала для наших узоров. Сразу поясняю. Значит, правая часть – это ажурная дорожка на 4 петлях. Вот она у нас начинается. И левая часть – это мотив с листьями на 14 петлях. В сумме это 18 петель составляет раппорт нашего узора. У ажурной дорожки 4 ряда в высоту раппорт, у узора с листьями 24 ряда в высоту, затем раппорт повторяется. Сегодня мы с вами свяжем эти узоры, и я думаю, что у вас не будет вопросов по вязанию. Если кому интересно условное обозначение пустая клеточка – это лицевая петля, также лицевую петлю я обозначаю здесь вертикальной черточкой. Горизонтальная черточка – это изнаночная петля. Накид у нас традиционно круг. Вот эти вот этот прямоугольный треугольник – это 2 вместе лицевой с наклоном вправо, и это зеркально 2 вместе лицевой с наклоном влево. И вот этот треугольник равномедренный – это, значит, обозначает 3 вместе лицевой в соответствующую сторону. Здесь влево, здесь вправо. 3 вместе лицевой. Так, все с этим, да? Дальше давайте рассмотрим выкройка. У нас есть выкройка. Вот так выглядит выкройка. Здесь нет размеров. Размеры я буду озвучивать в расчетной части. Конструктивно мы вяжем отдельно спинку, левую, правую полочки. Все вяжем снизу вверх. Рукава у нас тоже раздельно. И затем все сшивается сборка. Цельновязанная планка у нас с вами идет по полочкам. И как это все дело вязать, как распределять узоры на тот или иной размер, сегодня подробно я рассказываю. И вот такая у нас с вами будет текстовая часть составляться, которую я выкладываю под видео. Здесь мы будем рассматривать размеры с 44 по 48, это размер российский, и 50-52 это тоже размер российский. Для европейских размеров это 38, получается 38, 42, 44, 46.
размеры европейские. Так, все это вы сами, девочки, почитаете под видео. Вся эта инструкция там выложена. Ничего я рассказывать и читать про это не стану самостоятельно. Сейчас приступаем к вязанию образца узора. Для вязания образца я набрала 34 петли. У нас будет 2 раппорта с листиками вязаться с двух сторон, и по центру будет ажурная дорожка на 4 петлях. Вот, если вас не устраивает такое количество петель, вы можете взять один листик, связать и ажурную дорожку потренироваться. И сейчас у нас сейчас раппорт на 14 петлях листики. Первые 2 изнаночные. Далее в первом ряду 6 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Затем вяжем с вами 3 вместе лицевой с наклоном вправо. Для этого я меняю петельки местами. У меня 3-я будет поверх первых 2 накидываться. И все 3 я вяжу одной лицевой за заднюю стенку. Я бабушкиным способом вяжу. Затем делаем накид, лицевая, накид. И 2 изнаночные. Первый ряд листиков связали. Теперь ажурная дорожка на 4 петлях вяжется таким образом, как лицевая, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, лицевая. Связали. И далее у меня идет второй раппорт таких же листиков. То есть 2 изнаночные. Я его вам показывать, девочки, не стану. Он вяжется также 6 лицевых. Дальше идет у нас 3 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, лицевая, накид. И 3 и 2 изнаночные, кромочные тоже изнаночные. То есть второй раппорт связали. Все изнаночные ряды мы вяжем, как смотрят петли, накиды вяжем изнаночными. 3-й ряд вяжем следующим образом. Кромочную сняли, 2 изнаночные, 4 лицевые, 1, 2, 3, 4, 3 вместе лицевой с наклоном вправо, лицевая, накид, лицевая, накид, лицевая, 2 изнаночные. В ажурной дорожке 3-й ряд вяжем лицевая, затем 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, лицевая. Связали дорожку на 4 петлях. И далее повтор листиков раппорт вяжем самостоятельно. 5-й ряд. 2 изнаночные. Дальше идет листики у нас, идут 2 лицевые. Затем идут 3 вместе лицевой с наклоном вправо. Затем идет 2 лицевые, накид, лицевая, накид, 2 лицевые и 2 изнаночные. Связали полностью раппорт листиков. Теперь у нас идет ажурная дорожка, и здесь повтор раппорта. То есть он 4 ряда в высоту, мы вяжем снова с первого ряда лицевая, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, лицевая. Все. Раппорт листика повторяем самостоятельно. Вяжем 7-й ряд узора следующим образом. Первая петля кромочная, далее идут 2 изнаночные, 3 вместе лицевой с наклоном вправо. Связали. Далее идут 3 лицевые, накид, лицевая, накид, 3 лицевые
2 изнаночные. Раппорт узора связали, и ажурная дорожка лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, лицевая. Связали ажурную дорожку в 4 петлях. Далее у нас повтор раппорта самостоятельно. Далее у нас идет 9 ряд. В 9 ряду вяжем 2 изнаночные, далее идут 10 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 2 изнаночные. Связали раппорт узора. И далее у нас ажурная дорожка лицевая, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, лицевая. Смотрите, девочки, сейчас 10 ряд вяжем, как смотрят петли. 11 ряд вяжем так же, как 9. Встречаемся с вами в 13 ряду. Вяжем 13 ряд узора следующим образом. 2 изнаночные, затем вяжем. Сразу накид идет, лицевая, накид. 3 вместе лицевой с наклоном влево и 6 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 изнаночные. В нашем с вами в ажурной дорожке вяжем лицевая, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, лицевая. Все, связали 13 ряд узора. 14 ряд вяжем, как смотрят петли. 15 ряд вяжем следующим образом. Кромочную сняли, 2 изнаночные, лицевая, накид, лицевая, накид, лицевая, 3 вместе лицевой с наклоном влево, 4 лицевые, 1, 2, 3, 4, 2 изнаночные. И наша ажурная дорожка на 4 петлях вяжем. Лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, лицевая. Далее у нас раппорт повторяется листика. 17 ряд. 2 изнаночные, 2 лицевые, накид, лицевая, накид, 2 лицевые, 3 вместе лицевой с наклоном влево, 2 лицевые. Связали листик наш, 2 изнаночные остались в раппорте, и наша ажурная дорожка вяжем лицевая, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, лицевая. Далее повтор листика. У нас 19 ряд узора. Вяжем 2 изнаночные, 3 лицевые, 1, 2, 3, накид, лицевая, накид, 3 лицевые, 1, 2, 3, 3 вместе лицевой с наклоном влево, 2 изнаночные. Связали раппорт узора, осталась ажурная дорожка. Ну, здесь уже все логично, да, лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, лицевая, накид. И далее повтор такого же раппорта. 21 ряд. Вяжем следующим образом. 2 изнаночные и получается 10 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 2 изнаночные.
Связали раппорт узора. Ажурную дорожку вяжем, лицевая, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, лицевая. И далее повтор раппорта. 23 ряд у нас вяжется так же, как и 21. Вот сейчас мы вязали. В 24 ряду вы вяжете, как смотрят петли. На этом раппорт заканчивается. И повтор раппорта идет с 1 ряда. Итак, делаем влажную тепловую обработку горячим паром. Обдаем наш образец. И вытягиваем его. Тянем его по вертикали. Он влажный очень, податливый, пластичный. По горизонтали. Я не отутюживаю его, девочки. Я его горячим паром отпариваю. Итак, еще раз тянем по вертикали и по горизонтали. Надо обратить внимание на кромочные петли, их надо выпрямить, потому что у нас они будут участвовать в расчете плотности. Все. Пусть сохнет. Итак, хотела бы, девочки, показать вам, из какой бы пряжи вы ни вязали, как сделать расчет плотности. Берете свой связанный образец и измеряете ширину образца в любом месте. Итак, у меня вот сейчас на данный момент 19,5 сантиметров. В нашем узоре участвует 34 петли. 34 я делю на 19,5 сантиметров. Плотность по горизонтали у меня получилась 1, давайте возьмем 75 петель. Запишем в 1 сантиметре 1,75 петель. Так, дальше второй момент, вертикальная плотность. Делаем следующим образом. Измеряем высоту образца 18 сантиметров и смотрим, сколько рядов у нас связано. Итак, 37 рядов у нас связано, надо разделить на 18 сантиметров. Получаем плотность по вертикали в 1 сантиметре 2 ряда. Также запишем эту цифру, чтобы не забыть. В 1 сантиметре 2 ряда. А дальше, девочки, пойдут расчеты. Расчеты я делаю всегда на основе готовой выкройки. Для вязания я выбрала вот эту схему, эту выкройку. Мы будем с вами составлять сегодня описание для размера 44-48. Я вот так объединяю несколько размеров в одну группу. И 50-52. Для первой группы размеров ширина будет составлять 55 сантиметров, ширина спинки. И для второй группы размеров будет составлять ширина 60 сантиметров. И, соответственно, определяем количество петель. Я уже определила первые 96, на второй размер 106, на 10 петель больше. Как считала? Смотрите, девочки, у нас есть с вами размер 55 сантиметров, да? Надо умножить на плотность, которую мы с вами сегодня определяли. Вот эта плотность в 1 сантиметре 1,75 петель. То есть 55 я умножаю на эту плотность по горизонтали 1,75 и получаю 96 петель. Для второго размера я 60 умножила на 1,75, получил 105, но нам надо, чтобы было четное число, чтобы красиво расположились узоры. Поэтому 106 петель берем. Так, и сразу про спинку говорю, как будем располагать узоры. Для того, чтобы понять вот эту схему, которую я начертила, схему расположения раппортов узора, я должна вам показать схему узора еще раз. Посмотрите внимательно на эту схему.
у нас с вами здесь можно выделить два мотива. Первый мотив маленький, на 4 петлях ажурная дорожка, я ее буду называть, 4 петли в ширину, она занимает и 4 ряда в высоту раппорта. Второй мотив на 14 петлях, это вот, собственно, наш лист, да, вот, он занимает 24 ряда в высоту и 14 петель в ширину. Вот. И если я на схеме пишу 4 петли, значит, я подразумеваю узор, вот эту ажурную дорожку. И если я пишу 14 петель на схеме, значит, я подразумеваю вот этот мотив на 14 петлях. Если я пишу 18 петель, значит, я имею в виду вот такой раппорт, вот с таким расположением наших мотивов. Именно первая идет ажурная дорожка, вторая идет лист на 14 петлях. Понятно, да? То есть в сумме это 18 петель раппорт. И поэтому у меня вот такой расклад получился. У меня получилось, значит, 1, 2, 3, 4, 5 раппортов по 18 петель, 4 петли, вот этих 4 петли ажурной дорожки для симметрии, понятно, и 2 кромочные. В сумме это 96 петель. Для второго размера на 10 петель больше я никак не смогла по-другому придумать. Я добавила 5 изнаночных к такому же расположению узоров. 5 изнаночных справа, 5 изнаночных слева. То есть вы можете сделать еще одну ажурную дорожку на 4 петлях через, допустим, там получается через одну изнаночную, да, здесь же вот у нас начинается раппорт сразу с 4 вот этих петель, а промежуточных изнаночных нет, да, поэтому здесь можно эти 5 изнаночных сделать как ажурная дорожка на 4 петлях, 1 изнаночная, и дальше пошли наши раппорты. И здесь также завершаем 1 изнаночная, 4 петли ажурных дорожек, кромочная, да, понятно. Можно так распорядиться этими 5 изнаночными, кому не нравится изнаночная гладь. Дальше, значит, для выреза горловины по спинке и плеч у меня на вырез горловины 40 петель первый размер и 44 петли второй размер я выделила. Вот, по спинке. И на плечи это 28 петель и 31 петля. Остается то, что остается в разнице. Скос плеча я не стала делать. У нас чистейший оверсайз со спущенными плечами, со спущенным рукавом, вот так называют более правильно. Вот. Если у кого-то есть желание сделать скос, пожалуйста, можете вот так скос сделать плеча самостоятельно. Я в своем расчете сегодня его не делаю. Хочу, чтобы это было свободный крой. Вы видели, да, что я и размеры объединила, и 42, вернее, и 44, и 46, и 48. 3 размера у нас объединено в этом свободном крое. Так, дальше что? Дальше мы будем сейчас говорить с вами про полочки. И здесь я хочу сразу вам объяснить, если мы внимательно посмотрим на наш узор, расположение, вот прям как на нас смотрит наша модель, мы видим, что у нас с вами идет зеркальное изображение листьев, да, что по правой, что по левой полочке оно идет зеркально. Как этого добиться? Сейчас я вам объясню. Смотрите, девочки, если вы начинаете вязать левую полочку или правую полочку, пользуясь вот такой вот схемой, то вторую полочку вы должны будете начать вязать с 13 ряда, начинать раппорт. И тогда у вас будет зеркалиться эти 2 листа. Вот так. Красиво будет. От планки будут идти 2 листа зеркалиться. И дальше будет продолжать вязать узор. Понимаете, да? То есть на пол раппорта выше начинаете вязать одну из полочек. Вот, что я хотела вам сказать. Можно, конечно, это проигнорировать и начать вязать обе полочки одинаково, располагая узор. Но имейте в виду, что если вы сделаете, как я сейчас посоветовала, у вас будет
точная копия того, что вы видите перед собой на картинке. Так, и по расположению узоров. Смотрите, мои рассуждения. Значит, как я считала полочки, я всегда так считаю, кстати. Вот у нас с вами 96 петель на спинку, да? Мы всегда берем полочку в половину, да? В половину того, что есть. 96 разделить на 2, это будет 48 петель. Из 48 петель я отнимаю 4 петли, которые идут на планку, на половину планки. Вот. Дальше. Получается 44 петли, да? 44 петли. Вот. 44 петли. К ним добавляется кромочная и 8 петель планки. Это правая полочка. Мне так удобнее рассуждать. И смотрите, девочки, здесь я уже рисую раппорты не по 18 петель, а как мы с вами договаривались. Делю мотивы 14 и 4, да? То есть ажурная дорожка и узор листья. Начинаем. Кромочная 8 петель планки, которые вяжутся резиночкой 1 на 1. Затем идет мотив с листьями на 14 петлях. Затем идет наша дорожка ажурная. Опять мотив на 14 петлях. Опять ажурная дорожка. Затем идут 2 изнаночные и ажурная дорожка на 4 петлях. Завершаем мы все одной изнаночной и кромочной. И в сумме это все 44 плюс 9. Дает 53 петли. То есть мы с вами на полочку набираем 53 петли. Первый размер, первые 3 размера вот эти. Первый размер. Первая группа размеров. Для второй группы размеров я 58 петель посчитала. Также рассуждала 106 отнять, разделить на 2, да? И затем отнять 4 петли планки. И затем все это дело распределяем. Узор у нас на 49 петлях, плюс 1 кромочная, 8 петель планки идет. И здесь узоры таким образом у меня расположились после планки. 14 петель листья узор, ажурная дорожка на 4 петлях. 14 петель ажурный узор, опять ажурная дорожка 4 петли. 2 изнаночные, ажурная дорожка 4 петли, 2 изнаночные, ажурная дорожка 4 петли. Кромочная. Вот таким образом по правой полочке на наш второй размер в сумме это 58 петель распределяется на наш 50-52 размер. Так, с этим тоже мы определились. Важный момент по выкройке смотрим. Планочка является у нас цельновязанной, да, и мы должны с вами сделать убавочки равномерные по ажурному узору. То есть планку мы, эти 9 петель, 8 планка и 1 кромочная оставляем неизменными, девочки. И узоры будем в узоре делать убавки. Для первого размера 16 петель надо убавить, для второго 18. И я посчитала, если у нас будет длина нашего скоса 25 сантиметров, применяем с вами вертикальную плотность, то есть 25 умножаем вот на это число, которое мы с вами определили в 1 сантиметре 2 ряда, вот, и получаем, что это 50 рядов, 50 рядов высота скоса. Мы 50 делим на 16, получаем число 3. Но это приблизительно число 3. Здесь, например, получилось 2,7. Но все равно ориентируемся на равномерные убавки приблизительно в каждом третьем ряду. Должны убавить первый размер 16 петель, второй 18 петель. Петли планки, вот эти 9, оставляем неизменными. Они у нас так и вяжутся. Следите, пожалуйста, при этих убавках. У вас узор может сбиться. Очень надо быть внимательным здесь, потому что у нас идут с вами здесь, видите, накиды и 3 вместе. То есть здесь вот за этим следите. Не делайте накид там, где вы не сможете сделать уже 3 вместе. Понимаете?
Вот, то есть я вот про это говорю, чтобы не была путаница в узоре, чтобы накиды четко соответствовали тому количеству петель, которые у вас убавилось. Вот за этим надо следить. Вот. Это момент такой не для начинающих. Наверное, здесь все-таки средний уровень мастерства нужен. Ну или для очень уверенных в своих силах, умных начинающих. Да? Всегда с чего-то надо начинать учиться. Да? Поэтому, наверное, девочки, это я неправильно сказала, что не для начинающих. Начинающие тоже бывают разной степени начинания, да. Бывают те, которые только спицы взяли в руки, а есть те начинающие, которые уже умеют довольно-таки сносно вязать, например, носочки там или какие-то такие несложные изделия. Так, с этим мы все разобрались, да. Высота у меня проймы на первый размер 21 сантиметр, на второй 23 сантиметра заложена. И также я считала ширину рукава в самой широкой ее части. То есть 21 умножить на 2, двойной размер по рукаву берем. Это будет 42 сантиметра. Умножаем на нашу плотность по горизонтали. 1,75. 42 на 1,75. У меня получилось 74 ряда, девочки. 74 ряда. Ой, 74 петли. Вот. Также я считала для второго размера. 46 на 1,75 будет 80 петель. По низу для планки начинаем рукав, конечно, вязать снизу вверх, как и все детали. Вот. Для планки, которую я сделала 6 сантиметров в высоту, набираем 44-50 петель. Это по нашим размерам. И в последнем изнаночном ряду планки равномерно 30 петель добавляем. Поднимаем их. Из протяжки обычно это делается. И у вас должно получиться 74-80 петель. То есть у нас с вами идет, не будет скоса в рукаве, а вот такая будет выкройка. То есть у нас с вами сразу же после планки идет резкая прибавка. И вот такой вот здесь будет на манжете пышное такое расположение полотна. Понятно, да? И вот при вот таком количестве петель узоры у нас на рукаве будут вот таким образом выглядеть. Я уже тоже прикинула. Значит, надо нам 74 петли распределить по узорам. И я предлагаю такой вариант. Вы можете, конечно, воспользоваться своим любым, какой вам нравится. Это лишь мои идут рекомендации. Начинаем с кромочной, добавляем одну изнаночную, и далее у нас идет мотив на 14 петлях, то есть наш ажурный лист. Затем 3 подряд раппорта по 18 петель, 1 изнаночная и кромочная. В сумме это дает 74 петли. Второй размер. На второй размер у меня петли распределяются на 80 петель. Как? Начинаем. 1 кромочная, опять 1 изнаночная, 4 раппорта подряд по 18 петель. 1, 2, 3, 4. Затем добавляем 4 петли для симметрии, 1 изнаночная и кромочная. В сумме это 80 петель получилось у меня. Давайте еще раз проверим, а что какие-то у меня сомнения закрались. Итак, 18 умножить на 4 раппорта подряд – это 72 петли. Плюс 4 петли для симметрии у нас идет ажурная дорожка слева. Это уже 76. Плюс 2 кромочные, это 78. Ну и плюс вот эти вот изнаночные я добавила в самом начале и в самом конце замыкается. Ну, все правильно. Плюс эти 2 изнаночные будет как раз те самые 80 петель, которые нам нужны для нашей ширины рукава. Вот. И, в общем-то, теперь надо, конечно, все мерочки эти под себя проверить. У меня вот 38,5 сантиметров в высоту идет, высота рукава. И я также перевела это все в ряды, умножила на вертикальную плотность 2. В 1 сантиметре 2 ряда. И получилось 78 рядов у меня. То есть после планки мы вяжем узором 78 рядов. Понятно, да?
И все, и закрываем петельки. Вот такое вот несложное как бы вязание. Самое сложное у нас оказалось это вот здесь сделать красивые убавки по вырезу горловины. Далее, девочки, такой еще момент, я бы хотела заострить внимание, вот что делаем здесь с планкой. Петли плеч-то мы закрыли, а вот эту планочку, здесь на 9 петлях осталась она, мы ее оставляем неизменной, мы ее отложили, и когда мы уже все связали и начали делать сборку, мы делаем плечевые швы, а вот эту планочку мы продолжаем вязать на отложенных петлях. Эту планку мы вяжем еще на высоту 11,5 сантиметров. Вот. И затем здесь закрываем петли. По одной планке так связали, по второй планке так связали. Эти петли, вот эти вот наши довязанные такие полосочки, мы затем располагаем по вырезу горловины спинки, сшиваем, пришиваем все это аккуратно. Вот. Здесь серединный шов делаем между планочками, тоже должно быть все очень красиво и аккуратно. Вот такая задумка. Конечно же, на правой полочке необходимо будет заранее предусмотреть и рассчитать, как будут располагаться у вас прорези для пуговиц. Имейте это в виду. Сколько вы их сделаете. Я думаю, что там надо штучек 5 сделать пуговиц. Вот. Подберите пуговицы себе, значит, какие вам нравятся заранее, чтобы отверстие определить, какого размера делать. Так что, мои хорошие, задача вам, я думаю, по плечу. Многие из вас уже очень хорошо владеют техникой вязания. Вот. И такой красивый, пушистый и нежный кардиган, который я вам предлагаю. Ну, вернее, это предлагают иностранные дизайнеры. Даже не знаю, из какой страны. Нашла просто фотографию в Pinterest и, в общем-то, очень обрадовалась. Понравилась мне эта идея, что-то такое, знаете, интересное, необычное и, в принципе, легкое. Стала в последнее время обращать внимание на простые узоры. То есть почему-то стала ценить, как говорят, все гениальное просто, да, вот стала ценить простоту в узорах. Ведь элегантность, она не от того, сколько вы сделаете косы. И не люблю вот это вот, должно быть какое-то такое соизмеримое количество кос, допустим, да, и простой лицевой или изнаночной глади, да. Перегруженность косами тоже не слишком-то стала я любить. Хотя очень раньше любила косы эти. Но вот эти вот крупные такие косы сейчас как-то стала считать, что их надо делать крайне осторожно и крайне избирательно подходить при вязании моделей. Так, ну а сейчас на этом, значит, я заканчиваю свой мастер-класс. Желаю вам, девочки, удачи, чтобы все связалось. До новых встреч!